Или вкусно, или не вкусно. Я очень часто вижу этнических корейцев и в Ютубе, и в жизни, они везде. Почему я хангучка? Потому что ты хангучка. Всем привет! Меня зовут Череш, я кореянка. Учу русский язык уже как 5 лет в Корее. И сегодня я пригласила прекрасного гостя на мой канал. Всем привет, ребят! Меня зовут Пак Йонджун. Русское мое имя Пак Елена. Баба я, если что. Я приехала из Узбекистана, живу в Южной Корее уже 7-й год. Живу, учусь, заканчиваю университет. Я ее пригласила, чтобы задать ей 10 глупых вопросов этническим корейцам. В конце 19 века мои предки, получается наши предки, они начали переселяться на земли России, Дальний Восток. Вот там, значит, они... Это вот наше первое поколение. Сейчас уже этнические корейцы, уже где-то 5 поколений, пятое, шестое поколение, да. Еще мы вместе сняли одно видео на ее канале, поэтому обязательно посмотрите его. Обязательно. Переходите по ссылке в описании. Тогда начнем. Поехали. Первый вопрос. А почему этнические корейцы, они хорошо говорят на русском? Как я. Да, ты говоришь на русском, это твой родной язык, да? Да, это мой родной язык. И, естественно, у большинства этнических корейцев с стран СНГ, получается, с постсоветского пространства, мы, значит, разговариваем на русском языке, да, это наш родной язык. Это все нужно углубляться в историю, чтобы понять, почему мы разговариваем по-русски. Потому что уже, смотри, первые переселенцы, получается, вот наша историческая родина – это Корея. Это тогда еще не было вот разделения по 38-й параллели, самсипальду, разделение обсосо. Но в Корее была одна страна. Да, одна страна, Чосон, просто, да. И вот в конце 19 века мои предки, получается, наши предки, они начали переселяться на земли России, Дальний Восток. Вот там, значит, они... Это вот наше первое поколение. Сейчас уже этнические корейцы, уже где-то 5 поколений, пятое, шестое поколение, да. Поэтому вот живем мы там, как не разговаривать. Наши предки, они не разговаривали. Бабушка моя, например, разговаривает и по-корейски, и по-русски. Родители только по-русски, но корейский понимают. Моего возраста уже только по-русски. Корейский уже не понимают. Следующий вопрос. Тогда почему они живут в России, и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Украине? Почему этнические корейцы так разбросаны по миру? Хорошо, но это опять-таки история все. В конце 19 века, это, знаешь, где-то 1860-е годы, 60-е годы, тогда самые первые корейцы, не из хорошей жизни, начали уезжать с Кореи, да, получается, с этого корейского полуострова на территории Дальнего Востока. И вот оттуда они все там и поселились. Было близко что? Япония была близко, Китай близко и Россия близко. Из трех куда пойти? Конечно, в Японию, что ли, пойдешь? Нет же. В Россию? В Россию перебегали вот так. Многие корейцы тоже переходили в Китай. Потому что и они, кстати, сейчас называются этнические корейцы. Чосончок, да. Мои предки, они переселились на территории Дальнего Востока, но, получается, уже с конца 19 века они там жили, не где-то, а в 1937 году было насильственное переселение всех корейцев. То есть Сталин всех говорит, кто похож, кто азиат, да? Ты типа не знаешь, да? Не знаю, это грустная история. Ну да, грустно, и я это сама слышала прямо от бабушки, это все. Вот у меня даже на канале, если что, есть видео с бабушкой. Смотрите. Да. Вот, Сталин приказал всех, значит, корейцев с Дальнего Востока отправить на территории Средней Азии, потому что он боялся, что он не мог различить, где японцы и японские шпионы, а где корейцы, понимаешь? Для него все на одно лицо были, как бы вот. И потом, почему вы богатые? В каком смысле богатые? Я вообще не богатая. Есть стереотип, что обычно этнические корейцы богатые, они хорошо зарабатывают.
Почему так? Я бы не сказала, что мы богатые, я бы сказала, что мы трудолюбивый народ. Вот наши предки тем и славились. Трудолюбием именно славились наши предки, да? Потому что никогда не отлынивали от работы. Прям реалистично. Беру в расчет только Узбекистан, узбекистанских корейцев. У нас появилась дорога в Корею. У наших родителей. Приезжать сюда и работать здесь, прям очень много работать. Ребята, здесь работа для наших вот этнических корейцев, которые не знают корейский язык, очень сложная. Многие работают на заводах. Но из-за того, что ты, опять-таки, твое трудолюбие, ты вот работаешь целыми, у тебя ничего не остается, кроме как работать. Только нужно работать, пахать. Ребят, пахать нужно. Вот, пашешь. Столько, сколько денег, сколько ты наработал, эти все деньги получаешь. И если чаще всего есть маленький ребенок, там, ну, может быть, 10 лет, да, который живет, учится в Узбекистане. Его нужно одевать, обеспечивать. Он, как правило, живет, я так жила, живет с бабушкой, дедушкой, с тетей, да, вот. А родители здесь живут и работают, чтобы ребенок мог воспитывать. Да, чтобы ребенок мог нормально закончить школу, хорошо одеваться, кушать. Получается, заработанные в Корее деньги отправляются к нам. Да. И тратятся уже в Узбекистане. И поэтому, наверное, есть все-таки такой стереотип, да, что корейцы именно этнические богатые, но нет. А самая богатая девушка в России – это этническая корейка. Где она? Шоппинг-молл. Блэкбери? Wildberry. Я посмотрю, я не знаю даже, кто это. Если вы знаете, то напишите в комментарии, пожалуйста. Wildberry. Первый раз слышу. Да? Я Это не очень знаю. известный интернет-магазин в России. Простите, пожалуйста. Можно следующий вопрос? Можно. Нужно. Ты хочешь жениться? Что? Это уже слишком личное. Слишком личное. А тогда почему корейин, то есть этнические корейцы, женятся на этнических корейцах? А почему южные корейцы женятся только на южных корейцах? Вот, но это не всегда так. Это раньше было, что да, вот эта сплоченность. Предки переехали, там тоже сплоченность. То есть они постоянно пытались держаться вместе. Раньше, да, вот что нужно держаться вместе, и как-то они не принимали другие народы, да, как-то. Но сейчас нет. Сейчас очень много этих, каких браков? Межнациональных браков сейчас тоже очень много, и это тоже практикуется. То же самое, как в Корее в основном все женятся на корейцах, но ты же не можешь сказать все. Ага. Я хочу на русском. За русского замуж выйти. Не Удачи. знаю. Удачи. Спасибо большое. Почему вы называете наших корейцев хангуками? Почему я хангучка? Потому что ты хангучка. Что такое? А можно вопрос? Вот тебя это задевает? Ты обижаешься? Нет, ничего. Просто хотела узнать. Это хорошо. Ну все просто на самом деле. Как просто? Смотри, вот вы по-корейски себя как называете? Хангугин. Хангугин. Просто Корея по-корейски будет хангук. Да? Но в русском языке нет понятия, что ин, частица ин, вот это окончание ин, это человек. Нету понятия. Поэтому вы себя так и называете, и мы вас так и называем. Это первая причина. Вторая причина. Ты кореянка, я тоже кореянка. Да. Чтобы как-то понимать, кто какая кореянка. То есть мне легче тебя назвать хангучкой, чем себя, я этническая кореянка. То есть вот, в этом тоже различие есть. В-третьих, мы могли бы сказать, то есть себя называть просто корюинами, но знаешь, такой факт, что люди, которые живут в СНГ, они не знают, что мы корюины. То есть они не знают вот этот термин корюин. Это те, которые живут в Корее, они знают, мы знаем. Но когда я жила в Узбекистане, я себя в жизни не называла корюин. Я всегда себя, я кореянка. Да. Понимаешь, вот
непонятно тогда, я кореянка, а ты какая кореянка? Я южная кореянка, а ты какая кореянка? А я узбекская кореянка. Понимаешь? Также проще, мне проще тебя назвать хангучкой, чем себя как-то узбекистанской кореянкой. И слова 한국, 한국чка используются между вами, да? Да. Часто Да, используют. часто используется. Очень часто. То есть мы это никак не обидеть хангуков. Ой, то есть южных хангуков. Окей. Чем отличается СНГшный менталитет от корейского менталитета? Самая главная разница. Ой, самая главная разница, я не знаю, так можно и говорить или нет. Прямолинейностью, наверное. Ленивый? Почему ленивый? Прямолинейность. Говорить. Все как есть прямо. А СНГшный менталитет? Вот, СНГ. Мне очень нравится этот менталитет. Это у меня до сих пор осталось во мне. Но иногда нужно знать, то есть ты чувствуешь атмосферу, когда можно говорить и когда нельзя говорить. Но мы чаще всего не чувствуем вот эту разницу и просто говорим как есть. Тогда как корейцы, они прям максимально стараются не обидеть собеседника, будут вот так обойдут, вот так походят. То есть вот это вот самая первая разница на менталитете, это вот это. Даже если тебе человек не нравится, ты будешь делать так, что ты будешь думать, что я все равно с ним еще раз не встречусь. Зачем мне ругаться? Ну ладно, улыбнусь, ничего страшного, это Корея так. А у нас, если человек не нравится, типа, чё? Не нравишься ты мне, чё? Вот так. Вот это у меня осталось до сих пор, да. Но нет, именно прямолинейностью сильно отличаются. Интересно. Мне хочется вам много рассказать, правда. Потому что ты много знаешь. Ой, ну если вы там ко мне заходите на канал. Елена, да? Не упускаю шанса, да. Елена. Тебя зовут Елена. Да, по документам. Почему твое имя русское имя, не узбекистанское, не корейское? У меня есть корейское имя. Ну, вопрос, почему у тебя русское имя? Раньше история, опять история. Я вам надоела уже эта история, наверное, но когда-то давно Россия приняла, когда-то давно корейский народ. Извините, будьте добры, русские имена. Давайте на русском напишите. И многие старались себе имена, вот дети, когда рождались дети, старались сразу давать русские имена, чтобы детям жилось легче в России, в этой стране. И поэтому даже фамилии, которые есть, как у меня фамилия Пак, у меня там ничего сложного нету, а такие фамилии, как Цой, например. Да, вообще разные же. По-корейски Че, а по-русски почему Цой? А в России фамилия Пак. То же самое Пак. Да, Пак. И Ли. Ким. Сон. Сон. Либо Сон, но у меня еще есть, у тебя же Ин по теме, есть Сонг. Сонгчерин. Сонгчерин. Ю? У меня бабушка Ю, но нету Югай. Обычно, если фамилия состоит из одной буквы, из-за того, что когда-то вот документы, когда начали писать, давно наши предки, не может, ты русские фамилии видела, какие большие? Как может из одной буквы состоять? И они добавляли Гай. Где одна буква, вот Ю, Гай, О, Гай. Давайте затронем еду. Самое важное. Да. У нас в Корее говорят кимчи, но у вас среди этнических корейцев говорят тимчи, да? Почему тимчи, не кимчи? История, ребят, история. Ты знала, что давно-давно Корея, вы тоже называли кимчи-чимчи? Не знаю. Наши предки, мы же уже давно, переселение было, наши предки так и запомнили чимчи. Вот, а потом, вот это когда опять поменялось с чимчи на кимчи, мы уже это не знали. Наши предки уехали, вот как тогда вот было, то есть запомнили чимчи. Говорят, что это квашеная капуста? Нет, чимчи. А вы уже сегодня вот говорите кимчи, а мы говорим чимчи. Как это старый, давно-давно использованный язык. У вас есть суп пукчам? Ну, это, наверное, 된장찌개, который ты писал. 된장찌개 это пукчам? В нашем языке мы говорим пукчай.
Пукчай. Пукчай. Потому что тян вот этот, мы говорим чай. И у нас получилось пукчай. 된장찌개 же из чан делается. Да-да-да. Вот. И вот этот чай тоже, он в кореинском языке тоже. В корейском языке. Поэтому если тебе этнический кореец скажет, чай будешь? Чай будешь? Чай с хлебом. Мы в детстве Чай с постоянно чай. Чай. Постоянно кушали хлеб с чаем. Хлеб с чаем? Вы пробовали хлеб с чай? Чай. Тея. Если вкусно или не вкусно, напишите комментарий, пожалуйста, как вам на вкус. Хлеб с чаем, да. А еще если с арбузом. Идет взрыв мозга просто. Каждый кореец это поймет. Этнический кореец. Не хангуки. Я не... Вот сегодня я задавала ей очень много вопросов, она очень подробно и хорошо ответила. Спасибо большое. Да, если вы там заскучали и уснули, не дай бог, извините, пожалуйста. Вот я надеюсь, вам было очень интересно и весело. Мы еще сняли другое видео на ее канал, поэтому зайдите к ней и подписывайтесь на нее, Елену, и посмотрите его, пожалуйста. Зайдите в наш инстаграм. Тоже будет здесь? Да, в описании и снизу ссылка. Пока. Всем пока, ребят. Было приятно. Если у вас есть вопросы или вы не так думаете, то напишите в комментариях, пожалуйста. Мы исправим. Я исправлю. Хорошо. Пока. Хорошо, почему я тебе отвечаю? Пока, ребят.